Всех приветствую на канале Виктория вяжет. Продолжаем вязать большого сантика. В прошлом видео мы связали с вами ноги и руки. В этом видео свяжем тело и вяжем руки. Ссылку на первое видео оставлю в описании под этим видео. Приступаем к вязанию. Складываем верхние части ног ровно пополам. Находим середину между ног. Проверяем, чтобы ноги смотрели прямо на вас. Поворачиваем ноги задней стороной. Берем крючок и заводим его ровно посередине, захватывая обе петли. Поворачиваем передней стороной и еще раз проверяем, чтобы ноги были ровно. Поворачиваем задней стороной и провязываем петлю за обе ноги. Провязываем воздушную петлю. Это у нас будет место соединения ног. В эту же петлю, где мы соединяли ноги, провязываем первый столбик без накида. Это у нас будет 16 ряд. Ставим маркер. И по первой ноге надо провязать всего 30 столбиков без накида. Один столбик я уже провязала, далее вяжу 29 столбиков без накида. Там, где мы делали на ноге соединительный столбик, в эту же петлю провязываем столбик без накида. Он получится немного выше, чем другие столбики. Провязали 30 столбиков по одной ноге. Теперь будем делать убавку между ног. Там, где мы соединяли ноги, вот я вам показываю на видео, убавку провязываем в тех же петлях, где мы делали соединение ног в самом начале. Вставляем крючок, провязываем петлю и на второй ноге, где соединение, вставляем крючок и провязываем петлю. Теперь все, что на крючке, провязываем вместе. Таким образом между ног не будет отверстия. Далее вяжем 29 столбиков без накида. Вместе с убавкой получится всего 30 столбиков.
Петлю, где мы провязывали соединительный столбик, не забывайте провязывать столбик без накида. Провязываем убавку. Вставляю крючок в петлю, где было соединение ноги. Убираю маркер и сюда провязываю петлю. И все, что на крючке, провязываем вместе. Закончили вязать 16 ряд. Всего у вас должно получиться 60 столбиков без накида. Обязательно пересчитайте. Вяжем 17 ряд. Провязываем 29 столбиков без накида. Ставим маркер. Это у нас начало ряда. Один столбик я уже провязала. Провязываю еще 28 столбиков без накида. Теперь провязываем убавку между ног. Захватываю передние полупетли и провязываю убавку. Далее провязываем 27 столбика без накида. Между ног провязываем убавку. В конце 17 ряда у вас должно получиться 58 столбиков без накида. Проверяем еще раз, смотрим, чтобы ноги были ровно, смотрели прямо на нас. Вяжем 18 ряд. Провязываем 28 столбиков без накида.
Провязываем убавку между ног. И далее провязываем 26 столбиков без накида. В конце провязываем убавку. В конце 18 ряда у вас должно получиться 56 столбиков без накида. В 19 ряду провязываем 56 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В 20 ряду вяжем 6 столбиков без накида, убавка. И так 7 раз. В конце у вас должно получиться 49 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. 21 по 24 ряд провязываем по 49 столбиков без накида. Всего 4 ряда. Провязывайте самостоятельно 4 ряда по 49 столбиков без накида. В 25 ряду вяжем 5 столбиков без накида, убавка. И так 7 раз. В конце ряда у вас должно получиться 42 столбика без накида.
Провязывайте самостоятельно до конца ряда. 26 и 27 ряд провязываем по 42 столбика без накида. Всего 2 ряда. Провязывайте самостоятельно 2 ряда по 42 столбика без накида. Теперь будем вязать, чередуя цвета. Меняем цвет пряжи. В 28 ряду вяжем за заднюю полупетлю, провязываем 42 столбика без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Меняем цвет пряжи и вяжем 29 ряд. Провязываем 42 столбика без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Меняем цвет пряжи и вяжем 30 ряд. Провязываем 42 столбика без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Теперь будем добавлять наполнитель, особенно переход от ног к штанам обязательно наполняйте плотно, чтобы нога потом вот так не сгибалась. Набиваю там, где переход от ног к штанам плотно, сначала на одной стороне. Теперь набиваю другую сторону. Пальчиком проверяйте плотность. Теперь добавляю наполнитель между ног. И набиваю оставшуюся часть штанов. Пока достаточно, по ходу вязания будем еще добавлять наполнитель. Меняем цвет пряжи и вяжем 31 ряд. Провязываем 5 столбиков без накида, убавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 36 столбиков без накида.
Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Добавляю еще наполнителя. Добавляем наполнитель и формируем штаны. Они к низу должны быть широкие. Меняем цвет пряжи и провязываем 32 ряд. Вяжем 36 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Меняем цвет пряжи и вяжем 33 ряд. Провязываем 4 столбика без накида, убавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 30 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Меняем цвет пряжи и вяжем 34 ряд. Провязываем 3 столбика без накида, убавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 24 столбика без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Добавляем еще наполнителя. Меняем цвет пряжи и вяжем 35 ряд. В этом ряду будем ввязывать руки. Сжимаем немного тела и сверху смотрим. Вот здесь по бокам у нас должны быть руки. Провязываю 5 столбиков без накида. Прикладываем руку, чтобы задняя сторона смотрела на нас. Захватываем петлю на руке и на теле. И провязываем столбик без накида. Всего таких столбиков 6. Провязали. Теперь проверяем, чтобы рука была на одной линии с ногой. Дальше провязываем 7 столбиков без накида.
Прикладываем руку, чтобы пальчик смотрел на вас. Также захватываем петлю на руке и на теле и провязываем 6 столбиков без накида. В конце ряда остается также 24 столбика без накида. Вторую руку также проверяем, чтобы она была на одной линии с ногой. Все тело готово. Продолжение в следующем видео.